Привет, друзья! Меня зовут Юра, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шокояма, где мы с вами готовим всякие вкусности. Сегодня мы будем готовить с вами очень клевые вещи, которые нравятся всем детям. Это фруктовые чипсы. Приготовим мы сегодня чипсы из яблока и чипсы из апельсина. На самом деле готовить их очень просто, долго, конечно, но ваших прям больших энергозатрат они не потребуют, это точно. Все, что вам понадобится для этого из ингредиентов, я вам сейчас покажу. Но прежде всего это фрукты. Они могут быть любые, какие вы захотите. Хотите киви, берите киви. Хотите лимон, берите лимон. Грейпфрут, груша. Все что угодно, все, что можно высушить, а это абсолютно все, вы берите и сушите. Это очень просто. Во-вторых, нам обязательно понадобится вода и сахар. Они у меня в равных пропорциях. Для чего мне нужны вода и сахар? Я хочу, чтобы чипсы рассыпались во рту, когда вы только начинаете их есть. Если вы не хотите, чтобы чипсы рассыпались, а вы хотите, чтобы они жевались как жвачка, исключайте эти два ингредиента. Если же вам нравятся рассыпающиеся чипсы, вы обязаны использовать сахар и воду. Естественно, яблоко, апельсин. Мне понадобится слайсер для того, чтобы нарезать чипсы идеально одинаковой толщины, той, которой именно я хочу. Нет, конечно же, можно резать ножом. Ничего страшного в этом нет. Это ни капельки не повлияет на вкус. Единственное, на что это повлияет, это на время, которое ваши чипсы должны будут провести в духовке, где вы будете их сушить. Если у вас есть специальный дегидратор для овощей и фруктов, можете использовать дегидратор. У меня его нет, поэтому я использую просто духовку. Кстати, вот мы обозревали эту духовку, распаковывали ее, я рассказывал, почему я взял именно эту. Обязательно посмотрите, ссылочка будет здесь, и в описании тоже будет ссылка. Все, это все, что нам надо. Я уже подготовил противень, у меня их будет 2. Противень я застилаю пергаментной бумагой, можно положить силикон. Без них нельзя, просто прилипнет намертво, потом не отдерете. Итак, как мы их делаем? Все очень просто. Значит, у меня здесь пол-литра воды и полкило сахара. 1 часть воды на 1 часть сахара. Мы засыпаем сахар в воду. Это у нас будет сироп, как вы поняли. И отправляем его нагреваться. Мы начнем работать с фруктами. Я у себя выставляю 2 мм толщину. Я буду резать на 2 мм. Это уже проверенная годами толщина чипсов идеальная. Как же я буду резать фрукт? Я первым делом разрежу его пополам. О, а это оказывается грейпфрут. Чипсы у нас будут из грейпфрута. Слушайте, а выглядит как апельсин. Реально. Апельсин? А, нет. Это красный апельсин. Прикольно. Чипсы из красного апельсина — это вообще бомба, супер, космос. Итак, кстати, почему я сначала не режу яблоко, а сначала буду резать апельсин? Это еще одна фишка. Фишка в том, что если я начну резать сначала яблоко, оно у меня будет темнеть. А так как я смажу слайсер уже апельсином, в апельсине, мы знаем, содержится лимонная кислота, которая препятствует окислению яблока. И поехали. Итак, я нарезал апельсин. Что я делаю дальше? Дальше я его отправляю в миску. Все, пускай он у меня лежит в миске, ждет своего часа. Пришло время заняться яблоком. Из яблока первым делом нужно вытащить серединку. У меня для этого есть вот такой вот нож специальный для серединок. Если у вас такого ножа нет, вы можете разрезать яблоко, выковырять серединку и потом начинать уже резать. У меня есть такой вот нож. Самое главное — это пройти точно по центру.
Оп, отлично. Теперь мы можем делать точно так же, как мы сделали с апельсином. Мы разрезаем яблоко и начинаем его нарезать. Апельсин, он очень хрупкий. И если его резать тонко, то он не получится без дыр. И он его всего разорвет, растрясет. В общем, он будет некрасивый. И при этом в нем очень много воды. Да, она вся уйдет, и все равно чипс станет тонкий. Яблоко в этом плане немного другое. Я вот его сейчас буду резать на 1 миллиметр. Вот, я порезал яблоки. И теперь мы делаем то же самое. Мы их кладем в миску. Теперь нам нужен кипящий горячий сироп. Зачем он нам нужен именно такой? Сейчас я его залью, и я вам все объясню. Сейчас он должен забурлить. Забурлить. И теперь мы заливаем в наши будущие чипсы. Немножко там их пошерудим, чтобы сироп проник между каждой чипсиной. Это важно. Сейчас мы их закроем пленочкой и оставим остывать. Пока они будут остывать, мы включим нашу духовочку и прогреем ее на 85 градусов. Наши чипсы в сиропе остыли. Теперь нам нужно их переложить на противень и отправить в духовочку. Все, мы берем чипс и перекладываем его. Как будто покрашен какой-то апельсин, да? Недокрашенный. Вот мы разложили наши чипсы на противне, на решеточке. Те, которые на решеточке, получатся такие чуть волнистые, ничего страшного. Вы можете посыпать яблочные корицей, если вам хочется. Теперь нам осталось их отправить в печь. Прошло 2,5 часа. Эти чипсики стояли в печи. Ну, вообще, как бы смотрите по своей духовке. Время может отличаться. Больше 85 градусов я бы вам настоятельно не рекомендовал поднимать температуру, иначе они начнут карамелизоваться. В общем, смотрите, получились у нас очень прикольные. Это чипсики из апельсина красного. И получились такие яблочные чипсы. Такие клевые. Их можно использовать как декорацию. Можно их просто покрошить к себе в гранолу или в кашу, или в хлопья, неважно. Если вы не хотите делать их с сиропом, то тогда будьте готовы к тому, что вот из апельсинов будут очень сильно горчить чипсы. Потому что все-таки горячий сахарный сироп, он убирает из них горечь, и поэтому они как сладость, такие как для детей. Легкий перекусик дать с собой в школу, помимо батончиков шоколадных и чего вы там им даете, дать им еще фруктовых чипсов. Поверьте мне, они будут в восторге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте отмечать себя и друзей в комментариях обязательно. Колокольчик, да, вот здесь вот где-то в углу должен быть колокольчик, или здесь, не, вот здесь вот, да, здесь вот в углу колокольчик. Нажимайте, чтобы ничего не пропустить. И до скорых встреч!